Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. И сегодняшняя наша тема нашего стрима крайне важна и резонансна. Она связана с дезинформацией, которая распространяется в украинском информационном пространстве. Речь пойдет о заявлениях бывшего народного депутата Игоря Мосейчука, который, как мне кажется, пытается манипулировать общественным мнением, дискредитировать ключевые государственные институты Украины и увести внимание от реальных заказчиков убийства Ирины Фарион. Тема крайне сложная, и я призываю вас включить критическое мышление. Мы разберем, как работает дезинформация, почему Мосейчук может быть заинтересован в ее распространении и как это связано с громким делом об убийстве языковеда и бывшего депутата Ирины Фарион. Видео будет 20-минутным, и я постараюсь сделать его максимально структурированным, чтобы вы могли разобраться в этом клубке лжи и манипуляций. Поехали. Игорь Мосейчук, известный своей скандальной репутацией, недавно распространил информацию, которая на первый взгляд выглядит как сенсация. Он утверждает, что получил доступ к неким пленкам НАБУ, якобы записанным в квартире некоего Миндича, которого Мосейчук называет кошельком Зеленского. На этих записях, по словам Мосейчука, есть два ключевых момента. Зинченко якобы сознался в убийстве Фарион, о чем Мосейчук заявляет, что подозреваемый Вячеслав Зинченко сразу после задержания якобы признался в совершении преступления. И вторая дезинформация, связанная с первой, это фраза, якобы сказанная Ермаком. Мосейчук утверждает, что на этих пленках НАБУ, якобы попавших к Мосейчуку из квартиры Миндича, есть запись, где глава офиса президента Андрей Ермак якобы говорит: «Сделайте что-нибудь с этой сукой», имея в виду Фарион. Эти два утверждения подаются Мосейчуком в одной связке, чтобы создать впечатление, что Ермак мог быть заказчиком убийства Фарион, а СБУ, НАБУ и прокуратура якобы допускают утечки следственных материалов, что дискредитирует их работу. Почему это похоже на фейк? На первый взгляд заявления Мосейчука выглядят как громкая сенсация. Но давайте разберем их с точки зрения логики и фактов. Мосейчук не предоставил ни самих записей, ни документов, подтверждающих их существование. Все его утверждения основаны на словах неизвестного инсайдера из СБУ или прокуратуры. Это классический прием дезинформации. Ссылка на анонимный источник, который невозможно проверить. Игорь Мосейчук – фигура с неоднозначной репутацией. В прошлом он был замешан в скандалах, включая физические нападения на оппонентов и обвинения в коррупции. В 2024 году его TikTok-канал был признан Центром противодействия дезинформации и СБУ источником вредоносной информации. Это уже говорит о том, что его заявление требует крайне осторожного подхода. Мосейчук сознательно связывает два разных утверждения. Первое – о якобы признании Зинченко, и второе – о якобы фразе Ермака, чтобы создать тем самым связкой этих фраз
эффект правдоподобности. Это классический метод манипуляции. Смешать правду, полуправду и ложь, чтобы запутать аудиторию. Теперь к делу. Ирина Фарион, как вы знаете, известный языковед, бывший депутат Верховной Рады, была убита 19 июля 2024 года во Львове. Убийство вызвало огромный резонанс, расследование ведут СБУ, МВД и прокуратура. На основе официальных данных нам известно, что подозреваемый это 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко, который был задержан 25 июля 2024 года. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Правоохранители установили, что Зинченко прибыл во Львов за 10 дней до убийства, сменил 3 места жительства, тщательно готовился к преступлению. На его телефоне были найдены мемы о Фарион, фото оружия и досье на публичных деятелей. Однако оружие убийства до сих пор не найдено, а сам Зинченко отрицает свою вину. Следствие рассматривает версию о причастности Зинченко к неонацистским движениям, но официально мотивы убийства пока не установлены. Версия о руке Москвы, о которой говорили в начале следователи, была признана бесперспективной. Мосейчук же утверждает, что Зинченко якобы сознался в убийстве сразу после задержания. Однако официальные источники, включая заявление СБУ, прокуратуры, сообщают, что Зинченко отрицает свою вину. Более того, если бы такое признание и было, оно стало бы ключевым доказательством в деле и было бы озвучено на брифингах правоохранителей. Вместо этого мы видим, что следствие продолжает собирать доказательства, включая анализ 170 камер видеонаблюдения и 9000 фотографий. Это говорит о том, что утверждение Мосейчука о якобы признании Зинченко в убийстве – это, скорее всего, вымысел, направленный на усиление сенсационной истории. Также Мосейчук ссылается на некие пленки НАБУ, якобы записанные в квартире некоего Миндича, которого он называет кошельком Зеленского. Давайте разбираться, кто такой Миндич. Информация о нем крайне скудная. В открытых источниках нет подтверждений, что он является кошельком Зеленского или ключевой фигурой в окружении президента. Это уже вызывает вопросы к достоверности утверждения Мосейчука. Что касается пленок НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины действительно проводит прослушивание в рамках антикоррупционных расследований. Но такие материалы строжайше засекречены. Утечка подобных записей, особенно с участием главы Офиса президента, была бы громким скандалом, о котором сообщили бы ведущие СМИ. Однако ни один авторитетный источник не подтверждает существование таких пленок. Фраза Ермака, якобы находящаяся на этих пленках, которую слышал якобы Мосейчук, звучит так: «Сделайте что-нибудь с этой сукой». И Мосейчук приписывает эту фразу Ермаку, и это выглядит как классический элемент дезинформации, эмоционально заряженная, но не подкрепленная никакими доказательствами фраза. Если бы такая запись с такой фразой существовала, она стала бы предметом расследования НАБУ, СБУ и прокуратуры. Однако ни одна
из этих структур не упоминала о подобных материалах. Более того, в соцсетях есть посты, которые упоминают прослушку в квартире Миндича, но они не содержат конкретных доказательств и носят спекулятивный характер. Например, один из пользователей утверждает, что СБУ изъяла у НАБУ некую флешку с показаниями против Зе-мафии, но это также не подтверждено официально. Мосейчук явно пытается представить Ермака как заказчика убийства Фарион, однако это утверждение не выдерживает критики. Ирина Фарион была известна своими радикальными взглядами и призывами к защите украинского языка, что вызывало споры, но это не делало ее прямой угрозой для власти. Напротив, ее деятельность могла быть удобной для офиса президента, чтобы отвлекать внимание от других проблем, включая коррупцию. Если бы Ермак или Зеленский хотели устранить Фарион, это вызвало бы огромный общественный резонанс и подорвало бы их репутацию. Убийство такой публичной фигуры, как Фарион, было бы крайне рискованным шагом, который не принес бы никакой политической выгоды. Почему Мосейчук распространяет дезинформацию? Игорь – фигура с долгой историей скандалов. Он был депутатом от радикальной партии Ляшка, заместителем командира батальона «Азов», но был исключен после антисемитских высказываний. В 2017 году на него было совершено покушение, что добавило ему медийной известности. Однако его поведение, включая нападение на оппонентов в прямых эфирах и обвинения в коррупции, делает его ненадежным источником информации. В 2024 году Центр противодействия дезинформации и СБУ официально признали его TikTok-канал источником дезинформации. И это не случайность. Мосейчук систематически использует свое медийное присутствие для продвижения сомнительных нарративов. Кому это выгодно? Я считаю, что Мосейчук может быть связан с реальными заказчиками убийства Фарион или с силами, которые хотят дестабилизировать ситуацию в Украине. Его попытка дискредитировать СБУ, НАБУ и прокуратуру, а также Ермака и Зеленского может быть частью более широкой кампании по подрыву доверия к государственным институтам. Утверждая, что СБУ и прокуратура допускают утечки, Мосейчук пытается подорвать доверие к этим структурам. Это особенно опасно в условиях войны, когда стабильность правоохранительной системы критически важна. Связывая Ермака с убийством, Мосейчук отвлекает внимание от реальных заказчиков. Возможно, за этим стоят силы, заинтересованные в эскалации внутреннего конфликта в Украине или дискредитации власти перед международными партнерами. С точки зрения закона, распространение Мосейчуком непроверенной информации может квалифицироваться как клевета. Статья 151 Гражданского кодекса Украины. Если утверждения Мосейчука о Ермаке или Зинченко не подтверждены фактами, это может быть основанием для судебного иска. Распространение заведомо ложной информации. Статья 383 Уголовного кодекса Украины. Если Мосейчук сознательно распространяет фейки, зная об их ложности, это уголовно наказуемо. И подрыв доверия к государственным институтам. В условиях военного положения такие действия могут быть расценены как угроза национальной безопасности.
Дезинформация, подобная той, что распространяет Мосейчук, имеет серьезные последствия. Общественный раскол. Ложные обвинения в адрес Ермака или Зеленского усиливают напряжение в обществе, особенно в условиях войны. Подрыв доверия к расследованию, утверждение о признании якобы Зинченко или пленках могут повлиять на восприятие дела Фарион, усложняя работу следствия и суда. Международный имидж, дискредитация власти и правоохранителей может ослабить позиции Украины перед западными партнерами, которые и без того критически относятся к вопросам коррупции. Я считаю, что Ирина Фарион, несмотря на свои радикальные взгляды, была удобной фигурой для власти. Ее деятельность отвлекала внимание от коррупционных скандалов, которые действительно имеют место в Украине. Убийство Фарион, напротив, создало для Зеленского и Ермака больше проблем, чем выгод. Поэтому версия о том, что Ермак мог быть заказчиком, выглядит абсурдной. Скорее всего, за убийством стоят другие силы, возможно, связанные с радикальными группировками или внешними игроками, которые хотят дестабилизировать Украину. Мосейчук, распространяя фейки, может быть инструментом в их руках, отвлекая внимание от реальных заказчиков. Друзья, не верьте на слово громким заголовкам и сенсациям. Проверяйте источники, анализируйте факты и не позволяйте манипуляторам вроде Мосейчука формировать ваше мнение. Если вы хотите правды, требуйте от правоохранителей прозрачности в расследовании дела Фарион. Поддерживайте независимые СМИ, которые не боятся говорить правду, и делитесь этим видео, чтобы больше людей узнали о манипуляциях Мосейчука. Итак, мы разобрали, как Игорь Мосейчук пытается использовать дезинформацию, чтобы дискредитировать Ермака, Зеленского, СБУ, НАБУ и прокуратуру. Его утверждения о пленках НАБУ и признание Зинченко не подтверждены фактами и выглядят как попытка отвлечь внимание от реальных заказчиков убийства Ирины Фарион. Как юрист я призываю вас быть бдительными и не поддаваться на манипуляции. Дезинформация – это оружие, которое может разрушить доверие к государству, к обществу и СМИ. Давайте вместе бороться за правду и справедливость.